Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. И вот мы подошли к 10 главе нашей беседы о физике и ее связи с психологией. Думаю, на данный момент эта глава станет завершающей в цикле видео, посвященных этой теме, что, впрочем, не должно нас отвлекать от предмета сегодняшнего разговора. А посвящен этот разговор будет тому, что в квантовой физике получило название мост Эйнштейна-Розена. Его еще называют кротовая нора, ну или червоточина. Начнем разговор с определения. Итак, мост Эйнштейна-Розена, названный так по имени физиков Альберта Эйнштейна и Натана Розена, это пока гипотетический тоннель, соединяющий разрозненные точки пространства или времени. Если говорить проще, то это дверь, ведущая в другие вселенные, если тоннель пространственный, в другое время, если тоннель временной, или и то, и другое сразу, если тоннель пространственно-временной. Как и любой другой мост, мост Эйнштейна-Розена служит не просто дорогой, по которой можно идти, а является еще и системой, обеспечивающей опору. Потому что сама идея моста предполагает создание специальных условий для соединения точек, которые изначального соединения не имели. А теперь обратимся к психологии и поведению людей. Психика, являясь виртуальной системой, способна создавать неограниченное количество гипотез, образов и желаний. Однако остальное тело, частью которого является психика, функционирует в материальном пространстве, и для реализации гипотез и желаний оно должно двигаться и развиваться. Это значит, что человек двигается из точки А от идей и желаний в точку X к новому результату, то есть соединяет эти точки между собой при помощи тела. Тело в данном случае выполняет роль и функцию моста. Чтобы движение было безопасным, а развитие эффективным, человек должен уметь опираться на себя через свое тело, знать его общее устройство и принципы функционирования, уметь оценивать, отслеживать динамику и корректировать его состояние, следовать цикличности, то есть знать, как, когда и зачем напрягаться и расслабляться, когда и что эффективнее кушать, когда и сколько спать, трудиться, общаться, заниматься спортом, да и много чего еще. Совокупность всех подобных навыков в рамках природно-ориентированной психологии и психотерапии я обозначаю как контакт с телом. Чем более развитый и качественный этот контакт, то есть мост, тем более прочная опора у человека в распоряжении, используя которую он может развиваться и достигать своих целей. Без контакта с телом, то есть без качественной опоры, без прочного моста, развитие, если и возможно, то максимально медленное и ограниченное, потому что процесс развития в таком случае будет связан с высокой травматичностью, долгим восстановлением, повышением инертности и ригидности при снижении гибкости. Еще одно, к чему апеллирует мост Эйнштейна-Розена, это творческий подход при решении задач и выход за рамки привычного. Люди очень часто пытаются найти прямой путь, простые решения, используют только знакомые методы, бьются головой о стену. Ведь мы привыкли к тому, что самый короткий путь – это прямая. Однако пример природы показывает нам, что это не обязательно так. И если придумать новый способ перемещения от точки к точке, прямая перестанет быть самым эффективным путем. И людям стоит чаще искать выходы из ситуации при помощи неординарных и творческих шагов. В качестве вывода отмечу, что Вселенная, какие бы сложные задачи ей не приходилось решать, всегда выбирает путь гибкости, исследовательской активности и творчества, потому что имеет развитый навык контакта со своей материей, то есть со своим телом. Мост Эйнштейна-Розена – это природный феномен, который появился как ответ Вселенной на задачу развития, которую она перед собой поставила. Благодаря прочной и эффективной опоре на себя она нашла новый способ соединения и движения. Я, разумеется, не Вселенная, но в своей психологической практике помогаю людям создавать здоровую опору на себя через развитие контакта с телом.
в результате чего формируется индивидуальная система адаптации к среде. Исследование этой системы позволяет человеку успешно определять и соединять необходимые ему точки между идеями, целями и результатами. Если хотите овладеть этим навыком, обращайтесь ко мне. Ну а на этом я буду заканчивать и напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю всем всего наилучшего и говорю до встречи!